Всем привет! Сегодня я решила снять небольшое видео о пастели, которая есть у меня на сегодняшний день. Рассказать о той пастели, которой я часто пользуюсь, которая мне очень нравится, которая дает очень хороший эффект в работах. И рассказать о пастели, в которой, как мне кажется, есть какие-то минусы, и я не советовала бы ее использовать для работы. Мы сделаем с вами обзор всей пастели, которая у меня есть на сегодняшний день. Я расскажу о плюсах и минусах, и плюс дополнительно мы с вами посчитаем, сколько денег я потратила на пастель. За последние я взяла период 3 года, потому что именно в этот период я стала чаще рисовать именно пастель, выбирать именно пастели для создания своих иллюстраций, и мы с вами посмотрим, действительно ли так дорого создавать работы именно в технике пастели. Пастель мне нравится, потому что она дает достаточно живые, насыщенные и красивые работы, и я считаю, что этот материал окупается. Но давайте посмотрим с вами детально и разберем каждую пастель по отдельности. И обзор пастели. Мы начнем с вами с набора Vista Artista. Это художественная пастель, которую я использую на сегодняшний день реже всего. Она стоит в районе 1500 рублей, плюс-минус на разных сайтах, но в основном ее стоимость варьируется в таких пределах. Плюс этой пастели в том, что здесь представлена достаточно яркая линейка оттенков. И сегодня мы с вами протестируем всю пастель на сером оттенке бумаги. Почему на сером? Потому что на сером оттенке именно все цвета пастели, их видно и понятно достаточно хорошо. И давайте возьмем с вами, например, вот такой оранжевый оттенок. На самом деле на видео сейчас не видно, насколько он яркий, но он на самом деле такого оранжевого кислотного оттенка. Он ложится достаточно хорошо, эта пастель ложится хорошо, и также можно использовать некоторые грани пастели для того, чтобы создавать красивые эффекты. И вот как раз для этого случая такая пастель может пригодиться вам в своем арсенале. Переходим к следующему набору. Это набор марки Van Gogh. Это специальный набор для создания портретов пастелью. В данном наборе представлено 36 цветов. Здесь все оттенки для создания именно портретной работы, портретной иллюстрации. Но я скажу честно, что этим набором я пользуюсь не так часто, хотя здесь очень много хороших именно приглушенных оттенков, которые необходимы для создания именно цвета лица и каких-то оттенков кожи. Давайте также с вами протестируем. Возьмем, например, желтый оттенок. Также на видео он не такой яркий, как в жизни. Но посмотрим, какой он даст линию. Он дает достаточно плотную, насыщенную по цвету линию, ложится хорошо и ложится плотно. Но, на мой взгляд, он ложится не так плотно, как моя любимая пастель, о которой мы посмотрим в конце, поэтому я использую эту пастель крайне редко. Следующий набор, который я также использую достаточно давно, и использую я его очень часто, использую его практически в каждой своей работе, это набор Faber-Castell. Сразу видим с вами те материалы, которые я использую достаточно часто. Это черный цвет, какие-то синие оттенки и желтые, вот такие оттенки желтого цвета. Потому что эти оттенки мне нравится добавлять в цвет кожи, чтобы она имела такое определенное свечение. Мне нравятся эти мелки, потому что они достаточно яркие, они дают плотную линию, хорошо ложатся, и плюс вот эта грань, мелок сам маленький, им очень удобно использоваться, и можно использовать и вот эту грань, и вот эту продольную грань для создания каких-то красивых эффектов в иллюстрации. Давайте с вами также протестируем. Возьмем розовый оттенок. Мы видим, что линия яркая, насыщенная. Здесь есть тоже крошка, но стирается хорошо в бумагу и дает такой яркий насыщенный цвет. Эта пастель мне очень нравится, и, как я уже сказала, я использую ее очень часто. Во время пандемии ради эксперимента я попробовала использовать акварельную пастель, это акварельные мелки.
Они выглядят вот таким образом, то есть вы их наносите на бумагу, а затем добавляете воду, и она должна создавать какие-то красивые эффекты. Та линейка, которая здесь есть, мне недостаточно ее для создания иллюстраций. Как-то с этой пастелью у меня отношения не прижились, и я использую ее тоже крайне редко. Давайте попробуем вот такой светло-розовый оттенок. Мы даже видим с вами достаточно такой яркий цвет, да, и мы видим, какой бледный цвет получается на бумаге. То есть она очень, в отличие от предыдущих материалов, мы видим, что она очень прозрачная и не дает такого оттенка плотного, какой бы хотелось видеть. Меня часто спрашивают, не создаю ли я свои работы именно масляной пастелью. Масляную пастель я не использую. Один набор, который я купила случайно, я по своей невнимательности не посмотрела, что это набор именно масляной пастели. И хорошо, что я его купила, потому что я на всю жизнь поняла, что масляной пастелью на данный момент я рисовать не люблю. Мне очень нравится экстра сухая мягкая пастель. Здесь 48 оттенков. Выглядит очень красиво упаковано. Эта марка достаточно дорогая, и такой набор стоил в районе тогда, по-моему, 8 или 7 тысяч, я уже точно не помню. Давайте посмотрим с вами какой-нибудь оттенок на бумаге. Здесь мы с вами видим голубой оттенок. Попробуем ради примера какой-нибудь яркий желтый оттенок. И мы тоже с вами видим, конечно, она чуть ярче, чем предыдущий материал, который мы делали акварельной пастелью, но тоже нет такого эффекта яркого, сочного, насыщенного, как в экстра сухой мягкой пастели. И я хочу с вами поделиться еще одним набором из этой же серии, который я купила в арт-квартале. Очень хотела попробовать именно эту пастель, именно экстра софт пастель, то есть это экстра мягкая пастель, чтобы сравнить ее с кохиноровской пастелью и посмотреть, возможно, что этот вариант подойдет мне лучше. 40 оттенков я уже распаковала, и здесь представлены вот такие небольшие мелки, но на самом деле вот такими небольшими мелками ими удобнее пользоваться, чем длинными такими карандашиками, потому что я всегда, даже какие-то длинненькие мелки, я их всегда разламываю на 2-3 части, потому что именно коротким мелком рисовать намного легче. В самой коробочке представлена наждачная бумага, представлен вот такой каталог. У меня тоже есть их акварельные краски, ну, очень хорошая марка. Я всегда обращаю внимание на то, как упакован продукт, как он подан. И вот в отличие от всех остальных марок, я хочу сказать, что именно этой марки, несмотря на то, что это дорогостоящий продукт, он хороший по качеству, и в нем, конечно, чувствуется какое-то отношение, особое отношение к клиенту. Давайте с вами возьмем также ярко-желтый оттенок. Посмотрите, какой дает, в отличие от всех предыдущих пастелей, какой он дает насыщенный цвет. Можем даже с вами попробовать какой-то красный оттенок. В этом видео я, конечно, хотела рассказать об этом минусе, который есть у этой пастели. Она замечательная, она очень хорошо, плотно ложится на бумагу, она создает такой эффект, как будто вы нарисовали работу каким-то плотным материалом, какой-то краской. Но из минусов, которые я увидела, она очень сильно крошится. Причем, ну, не все мелки, конечно, но вот красный я вчера им рисовала работу, и вот он у меня также сильно крошился. Следующий набор пастелей, который я использую крайне редко. Здесь представлен набор из 72 оттенков, но, как вы видите, я его практически не использую. Хотя одним из плюсов этой пастели я считаю именно ее грань, вот такие грани, которые можно использовать как именно для создания какой-то своей даже оригинальной техники. Что касается оттенков, то здесь тоже есть такие яркие кислотные оттенки, которые на экране сейчас они смотрятся всеми нейтральными цветами, и не видно на самом деле, какие они насыщенные. Тестируем один из мелков этой пастели. Возьмем также с вами желтый оттенок. Мы видим с вами, что он дает достаточно хороший цвет, но он очень сухой, и он, как вы видите, он полупрозрачным слоем ложится на поверхность бумаги, поэтому он не дает такого сочного оттенка, как, допустим, это пастели Сен-Лерер. Давайте возьмем еще с вами, попробуем голубой оттенок.
Мы видим достаточно хорошую линию, хороший пигмент, но он тоже такой не совсем плотный, полупрозрачный. Но в целом это неплохая пастель. Переходим к фавориту, к моей любимой пастели. Это пастель марки Кохинор. И я всем ее всегда советую. И уже не раз говорила о том, что, на мой взгляд, это одна из самых лучших марок на сегодняшний день. Во-первых, эта пастель, она относительно недорогая по сравнению с теми марками, например, как Сенелер, которые достаточно дорогие, и на самом деле их не все могут себе позволить. Обязательно, если вы будете приобретать, обратите внимание, экстра софт пастель. То есть я использую экстра сухую мягкую пастель. И как вы видите, здесь уже по набору, по сету видно, что я использую ее очень часто. И у меня здесь все мелки практически поломаны, потому что мне удобно именно пользоваться этими материалами. И, кстати, нужно нарисовать работу именно в синих оттенках, потому что я только сейчас увидела, что в синих и зеленых оттенках я рисую реже всего. Ну и, конечно, самые ходовые материалы из этого набора — это мелки, которые я использую для создания кожи, для рисования глаз и рисования кожи. Чем мне нравится кохиноровская пастель? У них достаточно плотные мелки, и они практически не крошатся. Я вот даже не помню, чтобы какой-то мелок из них у меня разломился. Именно вот был таким сухим, потому что она все-таки имеет какую-то такую вязкую основу, что пастель сама ложится очень плотно и хорошо на бумагу. И также в этом наборе был очень хороший оттенок белого цвета. Он именно из всех пастелей он давал именно насыщенный цвет бликов на кожу, свечение, из-за чего мне пришлось купить второй новый набор пастели, именно кохиноровской. Он идентичный тому, что я сейчас показывала. И вот здесь как раз очень хороший белый оттенок. Кохиноровская пастель, по-моему, один из минусов, она не продается поштучно. И поэтому вот из-за того, что мне понадобился именно этот белый оттенок, мне пришлось купить новый набор. Итак, цвета, которые я считаю самыми лучшими для создания оттенков кожи и которые у меня ходовые, которые я использую. Это оттенок 28, 22 оттенок и 3 оттенок. Эти три основных цвета, которые я использую для того, чтобы рисовать кожу. В этом наборе есть также буклет, где расписаны материалы, которые есть у марки Кохинор, но по оформлению, чисто вот по оформлению, мне очень нравится марка Сенелер. Также у меня есть вот такая коробочка с ломом пастели. Здесь в основном пастель марки Aquacolor. Это, кстати, тоже очень хорошая пастель, она одна из самых дешевых. Это моя самая первая пастель, которую я вообще покупала и которой я стала пользоваться. Я сразу влюбилась в пастель и вот начала ее собирать, изучать, тестировать. И вот Aquacolor, она достаточно неплохая, это была одна из самых первых моих пастелей. Но здесь у меня есть даже разные марки, которые я даже не помню. Тоже хочу сделать отзыв на пастель Шименки, если, надеюсь, я правильно произнесла. Очень классная пастель. Крошится, конечно, ужас, но даже вот можно видеть, да, что она обломалась и сильно раскрошилась здесь, но очень дает такой же хороший оттенок именно для бликов. Ее хорошо смешивать с какими-то оттенками для того, чтобы создавать такой эффект свечения. Итак, давайте с вами подведем итог. Мы с вами, кстати, не протестировали пастель Кохинор. Давайте сейчас с вами ее протестируем, чтобы вы наглядно видели. Возьмем вот такой оттенок, который я использую для кожи. Вы видите, что он дает достаточно такой плотный цвет. Можем даже протестировать с вами желтый оттенок, такой лимонный. И вы видите, что из всех представленных цветов, из всех представленных марок, которые мы с вами рассматривали, именно Кохинор, он дает вот такой насыщенный оттенок. И мы не видим, чтобы здесь очень крошился мелок, он практически не крошится, да, и он очень плотно прилегает, ложится именно на бумагу, очень хорошо.
И давайте с вами подведем итог, дорого ли использовать пастель в своих работах. Использовать пастель недорого. За последние 3 года я потратила 36 815 рублей, и если разделить это на 36 месяцев на 3 года, то это где-то 1000 рублей в месяц. И я думаю, что это того стоит, чтобы потратиться на материалы, которые в дальнейшем, естественно, вам окупятся, и плюс вы будете создавать красивые работы. И если мы говорим с вами про иллюстрацию, то расход на одну иллюстрацию, он не такой большой, поэтому этой пастели хватит достаточно надолго. Если вам понравилось данное видео, если оно было полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий, которые происходят в мире фэшн-иллюстрации. И пишите свои пожелания, предложения по тем видео, которые вы хотели видеть на моем канале. Я заранее благодарна вам за все ваши советы и за все ваши предложения.